Привет, дорогие друзья! Привет вам с самого юга провинции Фудзянь. Мы находимся практически на границе с провинцией Гуандун. И сегодня мы приехали в довольно-таки малоизвестное место. Но на самом деле малоизвестно не только в России, но и даже в самом Китае. Но при этом тут тоже есть чай. Место называется Джаоань. Это такой небольшой, можно сказать, даже поселок с большим количеством дженей, который сам находится на берегу моря. Ну а джени и пригороды все находятся уже ближе туда, в горы. Мы сейчас уехали от поселка, где-то примерно час езды. Приехали на место, которое считается родиной Улуна Басянь, или 8 бессмертных. Улун Басянь, конечно же, очень многие знают по гуандунским улунам. Кроме того, он выращивается еще и в Аньси, и вообще вот в этом вот округе, то есть, получается, север Гуандуна, юг Фудзяни, в разных местах. В основном из него делают зеленый чай и улуны. Именно больше всего, конечно, распространен под видом улуна. Наибольшее распространение чай получил уже в современное время, потому что раньше его производство было очень сильно локализовано. Сейчас же, как я уже говорил, где-то после 60-х годов прошлого века, благодаря усилиям одного энтузиаста, молодого студента, чай этот получил распространение. Конкретно сейчас мы направляемся впервые, кстати, я сам тут еще не был, место, как я говорил уже, где его производят довольно активно, это деревенька в горах. И снова непривычно это бывает, когда приезжаешь такой вроде бы портовый такой, ну не город, но как-то портовый поселок, там производство мебели, всякое такое, но как обычно такой довольно грязный городок. Едешь потихонечку, все меньше людей, больше леса, и попадаешь просто в такие тропические практически джунгли. Здесь, конечно, очень много сельского хозяйства, но тем не менее все равно в основном лес, горы, туманы, все, что мы любим. То есть достаточно на небольшом относительно расстоянии от моря, то есть около сотни километров, может быть. Здесь уже начинают все больше и больше посадок чая. Конечно, ближе к городу они тоже есть, но, во-первых, там и чай сам по себе не очень. Ну и все-таки чай, который растет совсем близко к населенным пунктам крупным, мы стараемся таким чаем не заниматься. Поэтому уехали дальше в горы. А я так подозреваю, что, скорее всего, сейчас уже массовый самый этап производства закончен, поэтому уже, скорее всего, будет готовый продукт. Даже если бы он был не закончен, сейчас очень дождливая погода, и сегодня, скорее всего, чай не собирают, пока мы даже по дороге. Вот я нигде не видел ни у кого, чтобы кто-то собирал сейчас чай. То есть даже здесь вот эти кусты конкретно видно, что уже собран. Сам куст басяня достаточно характерно выглядит. В принципе, похож немножечко, может быть, на тигуани, в том плане, что тоже вытянутый такой лист, но мне кажется, что он еще более вытянутый, такой узкий, обычный, в принципе, улун. Поедем дальше, будем знакомиться с местными фермерами, с производством, знакомиться с местным чаем. Одного места, на котором очень видно, из чего здесь состоит почва. То есть такая вот глинистая почва с большим содержанием мелких камушков, в основном такие кварцевые. Еще я читал в одном проспекте, рекламирующем чай Басянь, то, что местные почвы очень богаты селеном. Это как раз тот самый элемент, которого очень не хватает вообще китайской нации для полного комплекта полезных микроэлементов. А очень многие китайцы, в том числе, и пьют Басянь для здоровья. Считается, что он очень полезно именно по этой причине. И, кстати, здесь еще очень хорошо видно, что случается с горой, если ее очистить от деревьев и при этом еще не зацементировать. То есть, в принципе, здесь повезло то, что она не очень высокая. Если она была высокая, я думаю, сельба сошла бы прекрасным образом прямо на дорогу. Именно по той причине, что здесь такая рыхлая земля, запрещены сплошные посадки чая и вообще каких-либо сельскохозяйственных растений со слабой корневой системой. Поэтому здесь все абсолютно чайные сады так или иначе совмещены с посадками деревьев, будь то плодовые деревья, будь то эвкалипты, или просто оставляют часть леса. Потому что в случае, если делать такие сплошные посадки чая, то вот, в общем, картина налицо. При сильных дождях, так как корни не держат почву, она просто сходит такими вот селевыми потоками. Вот на вершине видно, что там вот тоже выращивали чай. Но так как тут сделали дорогу, то, в общем-то, леса тут особо не было. И вот, пожалуйста, налицо такая ситуация. Земля такая очень глинистая, на ощупь даже похоже, что она подходит для керамики. Потому что лепится вот сразу, даже вот я вот слепляю, она прям имеет некую вязкость, необходимую для изготовления керамики. И здесь, кстати, она действительно делается. То есть конкретно в Чаочжоу много керамических производств. И здесь в некоторых мелких деревнях по дороге в горные массивы, да, то есть и в Джаоане, и в Фэнхуане, и даже немного по дороге к Мэйчжоу тоже есть керамические производства. Вот, сейчас мы находимся в маленькой деревушке в округе Джаоань, на самом юге провинции Фудзянь. И здесь пробуем местный чай. Здесь делают улуны, причем делают сразу все улуны, какие только можно представить. То есть
и дансуны, и южнофудзянские, не по технологии южнофудзянцев, а по технологии уишанцев, и уишанские улуны. То есть конкретно сейчас мы пробовали цилань, пробовали дансун и пробовали то, что они здесь называют дхунпао, но на самом деле это, я так понимаю, жогу или что-то такое. Все чаи достаточно самобытные, потому что технологии немного отличаются, плюс климат. Климат здесь типичный тайваньский, и чаи понравились. Так что у нас будет крайне разнообразная коллекция улунов в этом году отсюда, потому что они все необычные, то есть такого у нас раньше не было. Плюс к тому, сейчас мы дегустируем немножко лаочи. Лаоча крайне вкусная, но, к сожалению, вот всего, что есть, это вот баночка 83 год. Это он для себя отложил, не знаю, уговорим мы ее приобрести или нет. И вот такой вот пакетик, это чай 2013 года, тоже дансун. Мне лично очень понравился. То есть сейчас тоже будем искать такие эксклюзивы. Скорее всего, эти эксклюзивы будем дегустировать с вами на разных дегустациях в городах России. Поэтому не пропускайте их никогда, потому что именно такой чай, которого находится по 200-300 грамм, специально для этого мы дегустации делаем, чтобы была возможность им угостить. Потому что в продажу ставить его как бы мы не ставим, мало. Сейчас будем продолжать дальше ездить. Пообщались с этим фермером, узнали много интересного. К сожалению, его объем небольшой, поэтому нам этих фермеров нужно много для того, чтобы обеспечить какое-то наличие более-менее стабильное чая отсюда, поэтому сейчас будем дальше дегустировать. А так очень рады, что получилось сюда добраться наконец, уже давно планировали. Сейчас будем изучать в том числе и этот регион. Продолжаем дегустацию. Находимся в полевых деревенских условиях на одном совсем небольшом производстве. Конкретно этот хозяин этого производства занимается тем, что обрабатывает сырье, в основном продает маочу, полуфабрикат. Но есть у него и кое-какие интересные вещи. Из кое-каких интересных вещей мы у него нашли цилань местный, нашли неплохой довольно-таки майджань, красный чай из майджаня, майджань хунча. Нашли маочу, басянь, маоча пока еще не готовая, будем сейчас заказывать. И нашли самого интересного, конечно же, лаоча. Вот, сейчас мы дегустируем несколько сортов лаочи. Первый лаоча, но не очень лаоча, это у меня просто прошлогодний даньцун. Второй это дикорастущий. Яшань, да? Яшань, да. Это дикорастущий какой-то местный чай. Третий это нечто тоже старое, но непонятно тоже насколько старое. Он говорит, что больше 10 лет уже лежит какой-то мешок. Вот, люблю такие чаи. 10 лет лежит какой-то мешок, вполне может быть даже интересно. А последний это старый цилань, лао цилань, выдержанный какое-то время. Наконец-то мы попали в место, где чаи действуют. За что я люблю вообще юг Фудзяня, север Гуандуна и все, что с ними связано, то что чаи, которые делают тут, работают все абсолютно сильно бодрящим образом. Но таких даже толерантных людей, как меня, все равно они работают. Начнем с циланя. Цилань очень ароматный и большой огонь у него. Второй это у нас неизвестный лаоча. Неизвестный лаоча больше похож на сено. Старое дерево называется бэншань, местный сорт. Деревья, как говорят, очень большие, нужно для них лестница, чтобы забираться. Прошлогодний дансун не очень, дикорастущий чай надо еще раз пробовать, лаоча никакой, последний цилань неплох. Так, сейчас мы продолжим дегустейшн. Это у нас уже, кстати, третий заход. Мы уже попробовали у него около 8 сортов, сейчас уже 12 получается сортов. Я еще немножечко настаю цилань. Цилань выдержанный неплохо. Вот, так же, как и цилань мы пили еще до этого, молодой у него был этого года цилань. Делает довольно большой огонь, это очень здорово, то что он прям такой мощный. Взял еще 2 сорта лаочи. Лаоча абсолютно внешне не презентабельна никак. То есть это просто маоча, которая осталась каких-то там совсем лохматых лет, как говорится. То есть здесь куча палок, куча хуанпена. Даже я бы сказал, что в основном тут присутствуют палки хуанпен. Похоже внешне на дауе джун. Вскипела водичка. Сейчас попробуем еще 2 сорта лаочи. Как я уже говорил, выглядит она не очень презентабельно, вот, потому что это маоча, по сути, которая осталась каких-то там лет. Он говорит, что те, кто поют, певцы, говорит, очень пьют чай, потому что очень помогает для голосовых связок. Это такая интересная история. Это конкретно подводит вот Яшань, дикорастущий чай. Он говорит, что очень большие деревья и так далее. Попросил у него мне хотя бы фотографии послать, потому что это высоко в горах. Может быть, в следующем году
получится добраться, когда у нас будет чуть побольше времени, и сходить сами посмотреть, как эти деревья выглядят. Все знают про древние деревья Юнани, но то, что такие же есть на юге Фудзяне, на границе с Гуандуном, знают далеко не все. Но этот лаоча уже хотя бы пахнет. Да, это похоже по аромату как хуанпьен. Тоже весьма странный продукт. Но я думаю, кто такой точно оценит. Нету никакой сладости во вкусе, похож немножко на хуанпьен шанпуэра. Что у него явно есть, это есть у него конкретно состояние. Хотя, конечно, сейчас у меня уже состояние явно смешалось после очень большого количества гуандунцев. Я их называю по привычке гуандунцами, хотя на самом деле это, в общем-то, южнофудзянцы. Да, сейчас он все больше и больше похож на выдержанный шен, такой сухофруктовый аромат. Причем вот на первом-втором проливе вообще его не было, сейчас наконец-то он появился. А ешен похож на чуть-чуть на шанпуэр, чуть-чуть на, может быть, даже шу, чуть-чуть что-то в нем есть. Такие чисто природные ноты. И сейчас вот такие легкие, мелкие ароматы улунов. Очень необычный чай. Немножко что-то от белого, от лаобайча есть тоже. Безусловно, навряд ли все поймут этот чай. Но те, кто пьют чай давно и ищут какие-то интересные вкусы, необычные, особенно те, кто любит лаоча, любит шены, оценят. Мне кажется, что такой чай очень хорошо в варке раскроется. Причем, что касательно вот этих вот двух сортов лаочи, что и касательно ешена. Да, сейчас посмотрим, что есть еще. Чем еще попробуем. Продолжаем путешествие по приграничным районам провинции Фудзянь и Гуандун. Ищем интересные улуны. Надо сказать, что помимо местных улунов, то есть тут самый известный, конкретно в Джаовань, самый известный улун — это басянь, как я уже говорил. Но, естественно, выращивают очень много других сортов. Прежде всего, это силань, его довольно много. Потом выращивают дауе, улун. Потом выращивают разные мелкие сорта. Но больше всего, пожалуй, можно встретить силань, дауе и басянь. Бывает, попадаются какие-то другие сорта, какие-то красные чаи. Вот сейчас конкретно в этом месте попался очень интересный красный чай, который сделан из сорта лун, но из какого сорта лун хозяйка уже не помнит, потому что это был лао красный чай. Осталось всего 2 коробки, взяли с огромным удовольствием, потому что такой чай, его надо еще поискать. Кроме того, здесь конкретно нашли 3 сорта силаня. Силань довольно такого высокого огня, где-то 3-4 было, видимо, пайхо у него огня. А здесь сейчас вот еще пробуем басянь и пробуем высокогорный улун дауе. Попалось много чего и классного, поэтому будем двигаться дальше, искать новый чай. Уже рады находкам. В этой деревне сегодня серьезно потрудились. Многие, конечно, знают очень известный памятник архитектуры провинции Фудзянь, называется Тулоу, или дословный перевод «земляной дом». Это такие большие круглые дома, которые, причем не в одном месте в Фудзяне, есть несколько мест, где сохранились до сих пор древние дома. Многим из них по несколько сот лет. Древние дома круглой формы. Вот, в принципе, это достаточно известный памятник. И вот тут в одной деревне случайно мы нашли абсолютно неизвестный памятник. Неизвестный в том плане, что это тоже часть этого самого круглого дома, но довольно сильно-таки разрушен. Это не туристический маршрут. Но при этом здесь тоже, вот в этой деревне конкретно сохранился дом, которому, как говорят, от 300 лет и, может быть, даже старше. Причем здесь было 2 круга, но внешний круг уже почти полностью разрушен. Остались только входная группа, такие вот каменные ворота. И вот здесь тоже сохранились каменные ворота, круглое здание, но тоже частично разрушено, частично там что-то было восстановлено. Но, тем не менее, хотя бы часть из него сохранилась. Видно, что стараются как бы дальше не разрушалось, как-то его законсервировать, насколько это возможно. Причем абсолютно обычная заурядная деревня. Проезжали ее просто мимо в поисках чая и вот наткнулись на такую достопримечательность, как местные говорят, что просто им тут местное правительство деревни, или как это называть, сельсовет, попросил как бы мэр сельсовета этого, значит, сохранять этот дом, не разрушать его, поэтому они как-то так берегут. Хотя рядом уже построили себе какие-то новые дома, видно, что на фундаментах древних поставили, но то, что сохранилось целиком, они дальше не разрушают и как-то пытаются сберечь. Вот, дом крайне самобытный, очень интересный, абсолютно такое нетуристическое место, поэтому можно увидеть его именно в таком первозданном виде, без каких-то особых марафетов. То есть вот как он стоит, так и стоит. Особо мне понравились эти каменные ворота. Даже напомню чем-то нашу северную архитектуру, тот же Валаам, там еще какие-то питерские сооружения из камня, тоже из гранита. Очень похоже, прям даже смотришь на этот кусок, и он так выбивается из общего ощущения Китая. То есть смотришь, ворота, кладка каменная, чисто европейская вообще. Это очень примечательно. Вот такие вот дома тут встречаются на самом деле не один и не два, и даже не 3, и даже не 4.
То есть тут в глубине деревни нашли еще один дом. Это тоже был круглый дом. Видно, что вот конкретно каждая дверь, каждый вот такой вот отсек, это жила какая-то семья. И вот эти вот несколько уцелевших отсеков, они чуть-чуть подремонтированы. Здесь вот где-то стена немножечко подмазали, там кладочку положили. Но очень специально сохраняют это здание. Вот. Но, конечно же, к сожалению, основная часть разрушена. То есть сохранилась часть больших ворот, сохранились частично стены от некоторых частей дома, да, круглого. Но вот такой был общий дворик, то есть такое маленькое круглое здание, такое же, как Тулоу, только оно значительно меньше, чем те известные Тулоу, которые можно наблюдать в туристических местах. Здесь, конечно, вообще очень аутентично, местами видно, огородик посадили. Даже это не увидеть с главной дороги, мы просто свернули на маленькую дорогу, потом просто я увидел кусок крыши. И иначе заходим внутрь, видим вот это вот все. Причем тут во дворе где-то какие-то догнивающие, не знаю, там, может, не с династии, конечно, Цинь, но явно старая мебель резная какая-то лежит. И так спрашиваю, что это такое? Говорит, да, мусор. То есть, на самом деле, довольно удивительно, что такое еще можно вообще увидеть в Китае, потому что в целом, как бы так, старина в Китае ценится, и какие-то древние вещи, те даже будь то там каменные какие-нибудь колодцы или что-то еще, все это уже растаскано всяким частным коллекциям, рынкам антиквариата, музеям и так далее. То, что такое можно просто встретить чисто вот на улице стоит, догнивает, ну, можно, конечно, но немного. Поэтому каждая такая находка, она достойна изучения, хочется посмотреть повнимательней. Действительно такой вот памятник архитектуры под открытым небом. Тут видно, да, что местами кладка подмазана, вот, местами крышу, видно, стропила меняли, но все равно по-прежнему это еще здание, которому уже несколько сотен лет.